Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие вот перышки, которыми я буду украшать павлина. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать ленту. Это у меня 3 сантиметра. Можно использовать любую, которая у вас есть. Но чем она мельче, тем больше надо будет нарезать полосочек. Поэтому советую брать 3-4 сантиметра. Если есть 5, тоже годится. У меня дабл скотч, двухсторонний скотч. И вот такие проволоки. Можно использовать любую проволоку. У меня это вообще проволока, такие мелкие проволоки для обвязки огурцов. Купила в строительном магазине. И, конечно, ножницы. Я беру ленту, и вот тут есть кромочки. И с одной стороны, и с другой я попробую вытащить. Там такая есть ниточка, которая держит эту кромочку. Так, вот здесь распускается хорошо, значит, с этой стороны. Вот я так. Вот она. Вот вы видите, я ее поймала, и я ее распускаю. Вот это с одной стороны только надо. Но когда вы делаете это, надо проверить, или лента с одной стороны, я имею в виду, вот у меня второй край, с этой стороны она все время как будто узелками, значит, она не будет распускаться. Берите второй конец ленты. И вот когда мы уже вот эту ниточку убрали от кромочки, вот здесь у нас будет все вот так легко распускаться. Нам это и надо. Поэтому я беру и вот так, ну, не знаю, метра 3-4. Мне надо много, поэтому я все это дело вот так все убираю. И продолжаю работу. И для работы мне понадобятся прямоугольники из ленты. Я буду это вырезать 4 сантиметра. Я беру, у меня уже глаз наметан. И вот так вырезаю прямоугольники по 4 сантиметра. Я показывала в Инстаграм, что мне надо было 500 штук. Да, мне действительно надо было. И потом покажу вам результат, что же у меня получилось. И для начала я нарезаю вот именно вот эти 4 сантиметра, вот эти прямоугольники. И продолжаю работу. У меня тут ниточка висит. Сейчас уберу. Это я обтягивала шары. Извините. Все у меня сразу происходит. И нарезаю нужное количество. Если вы делаете, если вам надо много таких перышек, то, конечно, так, ниточка опять, то, конечно, много таких прямоугольников. И продолжаю работу. Теперь я беру скотч. Вот разматываю достаточно такой большой отрезок и беру свои прямоугольники и подклеиваю. Так, придерживаю. Если один чуть-чуть больше, длиннее, другой короче, ничего страшного. Абсолютно. И вот так продолжаю все подклеивать. Стараюсь подклеивать, чтобы здесь не было промежутка между лентами. Этот способ хорош тем, что можно подобрать, можно работать с любой лентой, я имею в виду любого цвета, но желательно двухсторонняя. Почему двухсторонняя? Потому что она, вот сейчас покажу вам, вот, видите, она блестит с двух сторон. Вот, получается, вот такие красивые перышки. И вот так подклеиваю необходимое мне количество. Наверное, многие догадались, что это у меня будут перышки. Буду украшать павлина. И это будет хвост. Конечно же, покажу и декор павлина. И так продолжаю подклеивать.
Так, отрезаю лишнее, и вот у меня получается вот такая полоска. И теперь в зависимости от густоты я буду нарезать 3, 4, 5, хотя у меня здесь по 5 хватает. Ну или покажу вам разные. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4. Вот чтобы у вас, хотя больше надо как бы по 4 штуки. Вот у меня здесь будет 4. И пускай будет еще по 2. Покажу вам разные варианты. Вот у меня получаются такие вот отрезки. И теперь, так, если уже слишком тут вот прямо виден такой переход, можно это отрезать. И что я делаю теперь? Еще раз вот так прижимаю скотч, чтобы у нас все хорошо держалось. И теперь беру пинцет и вот таким образом вытаскиваю нити. Так, вот. Делаю это сразу на всех отрезках, чтобы одним махом все это убрать. Вот так. И вот у нас вот эти ниточки, вот они, я их хватаю и вот так все это дело разматываю. Вот вы видите, если делать каждую ленту, ой, извините, отдельно, то это займет очень много времени. А так вот можно вот таким способом. Так, они, конечно, тут неравномерно все это заканчивается, поэтому вот как где заканчивается, берем ножницы и вот эту подрезаем. Так, тут здесь убираем. И вот тут последняя у меня осталась, тоже убираем. И вот у нас получается вот такая вот бахрома. И так обрабатываем все заготовки. Ничего сложного. Это потрясающая идея. Я как бы давно о ней знаю, но почему-то только сейчас именно вот в декоре павлина мне она пришла в голову. И вы видите, как быстро у нас все это дело происходит. Вот и так обрабатываем все наши отрезки. Так, лишнее отрезаем. Ну и продолжаем работу. Я обработаю все отрезки и вернусь к вам. Теперь я беру отрезок и вот эту верхнюю часть вот так отжимаю, убираю. Но не всю, иначе у вас может попасть вот эта бахрома на липкую часть, и тогда все испортите. Вот так вот я закрепляю, и сейчас вот таким образом подкручиваю. Снова чуть-чуть убираю и подкручиваю. Здесь вот накручивается вот такая штучка, ее чуть-чуть прижимаем, чтобы она не получилась у нас слишком толстой. И вот так под наклоном мы проходим вниз. Вот так постепенно мы убираем защитный слой и проходим вот таким образом. Тут я прижимаю, вот вы видите, пальчиком, она становится уже, и я иду дальше. Несколько раз вы попробуете и увидите, как, насколько вот это все надо располагать. Вот вы видите здесь на каком расстоянии, чтобы ваша кисточка была пушистой. Или перышко. Чтобы не было и слишком много, и слишком мало. И вот так вот я прокручиваю. И закручиваю край. И вот что получается. Посмотрите, какая красивая кисточка. Я просто в восторге. Так, беру следующую. Снова убираю защитный слой. Беру проволоку.
как я уже говорила, можно использовать любую проволоку. Я нашла у себя вот для подвязки огурцов и решила, что она мне пригодится. Есть флористическая проволока, тоже можно использовать. Она разной есть толщины, ну, слишком толстую не стоит брать. И вот так вот. Нам понадобится вот такие штучки из разной длины, поэтому у меня и 5, и 4, и 3, и 2. У меня здесь уже разных много. И в процессе работы, когда мы уже будем оформлять павлина, конечно, будем все примерять. Вот. И теперь остается маленькая. Почему я делаю это на проволоке? Ну, потому что вот так удобнее, чем просто скручивать. И второе, я буду все это прикреплять именно проволокой на заготовке. Не просто приклеивать, а все это прикреплять, чтобы все держалось. И вот таким образом вот у меня получаются такие интересные кисточки. Так, мусор убираем. И вот у нас получается разной длины вот такие красивые кисточки. У меня их тут уже много. Вот вы видите, они где-то и побольше, и погуще, и поменьше. Но вот как они выглядят. Очень красивые. А что вы скажете? И посмотрите, как красиво это смотрится. Лента на свету блестит, и вот когда шевелим, все это темнее и светлее. Красота, не правда ли? И вот хочу вам показать, как это будет выглядеть в декоре. Как вы уже поняли, это хвост павлина. Вот такие вот будут перышки, и все это будет оформляться. Вот. Но об этом уже в следующем уроке покажу, как это сделать, как задекорировать и, конечно, как все прикрепить. Поэтому, если вам интересно, жду вас на следующем уроке. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Напишите свое мнение именно о таком способе. Пока-пока!